привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в сегодняшнем видео я покажу вам пример рациона на день из максимально простых продуктов, которые можно купить в каждом магазине, чтобы никто не жаловался, что для моих блюд нужно слеза единорога или что-то типа того. При этом это меню еще и бюджетное, продукты, которые мы будем использовать, вообще недорогие, доступны каждому. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, і нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити випуск нових відео. А також нагадую, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою, отже, обов'язково приєднуйтесь. Начнем готовить завтрак. Для этого возьмем одно куриное яйцо и отправляем в чашу измельчителя. Добавляем 4 столовые ложки овсяных хлопьев, лучше использовать хлопья долгой варки. И добавляем сюда еще 50 грамм сметаны, либо же 50 мл кефира. Добавляем немного соли по вкусу и все перемешиваем до получения однородной массы. Можно оставить буквально минут на 5, чтобы овсяные хлопья слегка набухли, и тогда масса станет еще гуще. Тем временем подготовим начинку. Здесь у меня помидор, наверное, возьму не полный, а только половинку от него, нарезаю дольками. Также возьму сыр, примерно 25 грамм. Можно, как вариант, натереть его на терке. Также добавлю немного зелени. Мне нравится в последнее время добавлять зеленый лук. И будем добавлять мы его не в качестве начинки, а именно в тесто. Как я уже сказала, зеленый лук добавляем прямо в тесто. Можно использовать любую другую зелень, но с ней получается гораздо интереснее и вкуснее. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла и обжариваем наш овсяный блин. Сначала с одной стороны на среднем огне. Перед этим хорошенько разровняйте его по дну сковородки равномерным слоем. Готовим под закрытой крышкой пару минут, затем переворачиваем, и теперь уже можно выкладывать начинку. Первым слоем кладу сыр, чтобы он сразу начал таять, и сверху выкладываю помидор. Складываю овсяный блин пополам, оставляю под закрытой крышкой еще буквально на 1-2 минутки, чтобы сыр полностью расплавился. Овсяный блин — это вообще очень универсальное блюдо, потому что можно приготовить его как и соленым, так и сладким. Экспериментировать с начинками можно бесконечно, и каждый раз он будет получаться не такой, как в прошлый. Но для перекуса сегодня возьмем 150 грамм творога 5% жирности, это самый оптимальный вариант, и добавляем к нему еще 50 грамм сметаны 15% жирности. В качестве начинки в этот раз у меня сухофрукты, это сушеная, точнее вяленая клюква, здесь ее около 30 грамм. Подсластитель не добавляю, но по желанию вы можете его добавить. Ну а вместо сухофруктов может быть любая начинка в зависимости от сезона. Хочу напомнить, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Меню можно выбрать на свой вкус, есть разные варианты калорийности и длительности меню. Ну а если вам нужна помощь с выбором меню, то вы всегда можете написать мне в директ в инстаграме. В общем, кому интересно, ссылочку оставляю для вас в описании под видео. Обед я начала готовить немного заранее. Здесь 150 грамм перловки, я ее замочила в воде часа на 2, чтобы она набухла и готовилась у нас потом в результате чуть быстрее. Также мне понадобятся куриные бедра. Я сейчас буду это блюдо готовить сразу на 3 порции. Если вы готовите на одного человека, то просто количество уменьшайте в 3 раза. Либо же можно, как вариант, приготовить сразу же на несколько дней вперед. У бедер я сняла шкурку, она мне не понадобится. И теперь солю и добавляю специи с обеих сторон, чтобы мясо у меня пропиталось ароматом. Вместо куриных бедрышек в этом рецепте могут использоваться куриные голени, но вот филе брать не советую, так как будет суховато, а вот бедрышки или голени подходят идеально. Также нам понадобится одна луковица, ее нарезаем кубиками. Также нам понадобится морковка. У меня она довольно крупная, и вся она у меня в этот рецепт не пойдет, но в натертом виде она мне пригодится и для приготовления ужина, поэтому я натерла ее сразу всю, но конкретно в рецепт этот идет примерно грамм 150. Разогреваем сковородку, немного масла, теперь начинаем потихоньку обжаривать лук на небольшом огне, буквально минуты 2 до мягкости, и теперь добавляем морковку.
Также обжариваем несколько минут, чтобы овощи у нас вместе теперь были мягкими. Теперь добавляю грибы. Здесь у меня 200 грамм уже нарезанных шампиньонов. Огонь делаю средним, перемешиваю перед этим, потом накрываю крышкой и оставляю так тушиться минут на 10. Ну и вот что получается у нас в результате. Можно сейчас добавить немного перца по вкусу. То, что у нас получилось, мы теперь выкладываем на дно формы для выпекания. Распределяем по дну и сверху теперь выкладываем перловку, которая у нас уже 2 часа пробыла в воде и слегка набухла. Сейчас добавляем соль, здесь примерно 1 чайная ложка, может чуть-чуть меньше. Слегка перемешиваем, чтобы у нас все равномерно перемешалось. И теперь уже сверху на это все мы выкладываем наши замаринованные в специях куриные бедрышки. Ну а теперь добавляем горячую воду, я добавляю прямо кипяток, надо добавлять ее столько, чтобы от перловки буквально на 1 палец был выше уровень воды. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем наше блюдо около часа, после чего температуру делаем на 160 градусов и готовим еще минут 15-20. Вот что у нас получилось в результате. Бедрышки хорошенько подрумянились, у них золотистая корочка, а перловка взяла в себя воду, у нас разваристая, но при этом не превратилась в одну однородную кашу-пюре. В общем, блюдо очень вкусное. На порцию я взяла примерно 250 грамм гарнира, ну и одно куриное бедрышко без косточки, его вес примерно 120 грамм. Сверху посыпаю зеленью, и это очень простое, но довольно вкусное блюдо. Поэтому, если вы, кстати, перловку не любите или не пробовали ее готовить, то советую начать именно с этого рецепта. Ну а как обед этот вариант еще и очень сытный. Перейдем к приготовлению ужина. Для него нам понадобится куриная грудка. Здесь у меня один крупный кусочек весом 350 грамм. Готовлю это блюдо также на 3 порции. Из филе делаем фарш, добавляю сразу к нему небольшую луковицу. И сразу же добавляю соль, чтобы все равномерно у меня перемешалось. Теперь из этого фарша лепим вот такие вот фрикадельки среднего размера. Они не сильно маленькие, но и не огромные, где-то диаметром 4-5 сантиметров. Вот столько у меня их получилось, такого количества фарша. И теперь приготовим еще томатную заправку. Здесь у меня пакетик томатной пасты 70 грамм. Добавляю к нему 200 миллилитров кипятка и перемешиваю. Нам понадобится 1 лук, нарезаем его кубиками, все как обычно. Ну а морковку мы уже с вами натерли еще ранее. Только сейчас заметил, что в этом видео практически все блюда мы готовим на сковородке, но в принципе здесь ничего такого. Я специально использую опрыскиватель, так как с него масло добавляется такой минимум, что его практически не чувствуется. На такую огромную порцию, на 3 человек, масло пошло меньше 5 грамм. Я обжарила до мягкости лук и морковь и теперь добавила к ним 300 грамм нашинкованной капусты, хорошенько перемешала их между собой и сверху выкладываю фрикадельки. Огонь при этом у меня чуть больше среднего. Заливаем это все томатной заправкой, также сразу добавляем соль по вкусу. Накрываем крышкой и тушим на среднем огне около 20 минут. Вот так вот сразу у нас одновременно получился и гарнир, и мясное блюдо. Фрикадельки получаются очень нежными и вполне неплохо сочетаются с капустой. Вообще тушеная капуста очень полезный и простой вариант гарнира. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео. А также напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а чтобы не пропустить новые видео, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих видео.